Подмосковье, в элитном поселке Горки-2 сегодня совершено террористический акт совершен пацаном-9-классником. Я считаю, что полная ответственность за теракт лежит на российских властях, потому что они пропагандируют ненависть к другим нациям. И молодой, неумный мозг попал под влияние и, соответственно, решил, что все в России враги, кроме русских, да, не обращая внимания, что враги сидят в Кремле и ходят по улицам при погонах. Но в чем тут еще самая подлая вещь? Вот смотрите, да, сегодня много национальных конфликтов происходит в России на национальной почве. Если вы увидите кавказцев, то они ходят по школах, тоже в России быкуют. Но они выбирают всегда таких, либо равных, либо побольше, да? А этот девятиклассник, он не стал искать в своем классе, он не стал искать старшеклассников, да, там 10, 11 класс, 12. Он нашел четвероклассника, кто точно не даст ему сдачи. Ведь девятиклассник и четвероклассник – это огромная, да, разница. И понятно, что он не может противостоять этому бугаю. Так вот, это тоже русский мир, понимаете, напасть на слабого, всегда самоутверждаться за счет слабых. Этот вот террористический акт, совершенный этим пацаненком, он полностью отражает весь русский мир. Понимаете? Быть сильным таким, показывать свою силу, показывать свою власть, но только над слабыми. И это везде, во всем российском обществе это пропагандируется и процветает. Это самое ужасное, что невинный маленький мальчик, да, пришел в школу, 4 класс, он, может и понятия не имеет, кто он по национальности, у него в голове даже этих вопросов не было. Вот у меня в 4 классе не возникало вопросов, кто я по национальности. И он просто умер, потому что российское телевидение накачало девятиклассника ненавистью. Понимаете? Именно российское телевидение накачало этого подростка ненавистью к другим нациям. Причем в многонациональной стране, где более 140 национальностей. Но так как мы ненавидеть не можем силовиков, мы не можем ненавидеть ФСБ, мы же не можем говорить, что враги в России это ФСБ. Мы можем говорить, что кто угодно, евреи, арабы, индусы, не знаю, азербайджанцы, кто угодно враги, только враги не в Кремле. И в этом вот вся большая проблема и трагедия. Очень жаль маленького мальчика, очень жаль, потому что он даже не понял, что случилось и за что он, собственно, погиб.